Дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале. Кто меня не знает, меня зовут Юлия. Прошу ознакомиться с каналом, и если вас что-то заинтересует, оставайтесь, подписывайтесь. У нас на канале очень тепло и интересно. Вот хочу сегодня обсудить с вами, конечно же, по свежим следам, так сказать, клип и песню «Окей» Димаша Кудайбергена. Ну, начнем по порядку. Сначала песню в том же порядке, в хронологическом, в котором, собственно, мы знакомились с этим произведением. Песня «Окей». Если брать произведение в целом, конечно же, нельзя не отметить, что это довольно простая попсовая песня и приятная мелодия такая довольно запоминающаяся, да, и незамысловатые, мягко говоря, стихи на эту мелодию. Что первое удивляет, да, в этой песне? Что нас удивляет, когда мы ожидаем голос Димаша? В этой песне Димаш поет всю ее на субтоне, на нежном голосе. Это такой нежный фальцет с придыханием, с большим количеством воздуха. Называется субтон. То есть вот эти вот, что дает такую бархатистость и нежность. То есть этот эффект вокальный, он преобладает в этой песне. И именно это вот нашептывание, вот это интимное, такое вот незамысловатое с одной стороны, но проникновенное исполнение, оно, конечно, цепляет. Если бы эту песню исполнил какой-то, ну, ее мог бы исполнить, в принципе, по диапазону, да, по сложности ее мог бы исполнить любой человек из нашей поп-культуры и даже просто человек из караоке-бара. То есть по сложности самого произведения там нет ничего особенного. И спел бы ее Дима Билан, ну, была бы песня, в принципе, окей и окей. Ну, естественно, то, что Димаш умеет настолько сконцентрировать вот, и выдать квинтэссенцию песни, это делает ее особенной. Ну, естественно, я уже молчу о том, что у всех дир присутствует определенная предвзятость такая неприкрытая, то есть все, это Димаш, поэтому мы любим, принимаем и поддерживаем. Это, конечно, правильно, я тоже считаю, что надо поддерживать артиста, надо во всех его начинаниях и пробованиях нового всегда находить что-то, за что он захотел, да, зацепиться за эту песню. Почему Димаш захотел ее исполнить? Значит, так надо. Ну, про стихи среди диерс там много кто недоволен, стихи довольно примитивные, рифма простецкая, как любой второклассник, да, сможет написать такое стихотворение. И Игорь Николаев, почему среди множества людей, которые могут написать прекрасные стихи, глубокие, почему выбирается Игорь Николаев, я не могу этого понять. Наверное, в этом есть какая-то коммерческая цель, которую мы не до конца понимаем. Коммерческая, какая-то стратегическая цель. И Димаш и его команда, все, понятное дело, не дураки. И если так решили, значит, так надо. Ну, данные стихи меня вообще никак ничем не цепляют. И захоти я завтра написать свою песню, исполнить какую-то авторскую, но я бы к Игорю Николаеву за стихами не пошла. Но, опять-таки, будем уважать такой именно состав. Игорь Николаев и Игорь Крутой. Да, вторая уже песня в их тандеме. После «Я скучаю по тебе». И, в общем, со стихами понятно. Музыка, как я уже сказала, мелодичная, попсовая, тоже ничего особенного. Но мы слушаем Димаша и его придыхание, и его тембр неповторимый. Там не только субтон, да, присутствует, там и другие вокальные приемы. И низкие ноты его, они, конечно, глубокие и именно чувственные. И это именно то, что цепляет нас, как слушателя, в этой песне. И вот, знаете, я так подумала, почему Димаш вот вдруг исполнил такую простую песню, не показав, не выдав всю палитру своего вокального мастерства.
Мне кажется, что человеку, который может выдавать мощь Ниагары, и мы это знаем все, ему, может быть, тоже хочется показать, что не только вот этой вокальной палитрой, вот этими мелизмами, вокализами, вот этим необъятным диапазоном он может до людей достучаться, до их сердец. И важно ему было показать, что даже без этих мощнейших вокальных приемов он может произвести впечатление как вокалист, и песня будет слушаться. Возможно, это будет легче восприниматься более широкому спектру публики. Те, кому, я же читаю комментарии, многим людям не нравятся высокие ноты, не нравится в принципе стиль кроссовер, где академическое пение сочетается с эстрадным, и вот эти сложные композиции, не всем они заходят. Возможно, вот какая-то коммерческая цель захватить аудиторию такую, может быть, более молодежную, может быть, ну, на больший такой спектр, да, попса. То есть такая попсовая песня, но спетая классным, неповторимым голосом Димаша. В этом я нахожу некую философскую такую аналогию. Если голос Димаша вот в таких мощных, да, композициях, которые мы знаем, можно сравнить с Ниагарой, водопадом, то почему бы не послушать голос Димаша в качестве какого-то спокойного озера, предрассветного, такого тихого, или какого-то горного ручейка небольшого, который переливается и солнышко блестит. Нечто спокойное. Или шум дождя, такой убаюкивающий, да, и романтичный. То есть весь спектр проявлений вокальных, он широк, и мы можем наслаждаться чем-то грандиозным, пафосным, да, абсолютно одиозным. Мы можем восхищаться, например, какими-то цветочными композициями, которые, знаете, на свадьбу вот составляют, сложнейшие букеты, многослойные какие-то композиции, кибаны. Но мы можем посмотреть на полевые цветы, мы можем восхищаться одной розой, которая стоит в вазе, и это самодостаточно. Или ромашку какую-то, смотрим на нее, а она простая, но она, к ней ничего можно не добавлять, она принесет нам радость просто как ромашка. Также можно бесконечно сравнивать с какими-то блюдами, да, сложно составленными, наизысканнейшими, дорогими, с трюфелями, с фуагра, с какой-то мраморной говядиной. Ой, аж аппетит проснулся. А мы можем сорвать яблоко с ветки, да, свежее, или малину с куста. Понимаете, о чем я? Я думаю, достаточно уже метафор. Это что касается песни. Ну, теперь перейдем к видеоклипу. Мы его ждали и наконец дождались. Первое впечатление, которое я скажу, лично свое, и которое подтвердилось, собственно, в комментариях, это то, что видеоряд абсолютно не соответствует песне. Ни ритмике песни, ни содержанию, ни стилю, ни смыслу слов. То есть видеоряд для меня существует отдельно, песня отдельно. Сам этот клип как отдельное художественное произведение, как операторская работа, как режиссерская работа, она красивая, то есть снято все красиво, Димаш бесподобный, он возмужал, у него тут образ, у него прекрасные актерские, да, таланты, мы уже замечаем все. И в какой цветовой гамме это снято, как это вот все качественно. Мне это понравилось, это красиво, но это из какой-то другой оперы, это какая-то зарисовка к какому-то фильму хорошему. То есть вот этот стиль до военных лет, это НКВД, вот эти чекисты. В общем, к чему все это в этой песне, я вообще не поняла, но я уважаю выбор Димаша. Как выясняется, он выбрал этот вариант сценария из 4 предложенных. Значит, ему понравилось, окей. Как говорится, будем уважать этот выбор, но нам, простому зрителю, сложно. Ну, про любовь. Ты ушла, я ушел, ты пришел, и вдруг такой политизированный, такой вот с отсылкой, да, вот в наше советское прошлое, видеоклип. Ну и, конечно, меня насмешило. Ой, у меня такое солнце здесь. Я вообще ничего не вижу там, что я снимаю.
захотелось просто на природе с птичками, чтобы не мешали детки дома. Что мне хочется отметить, что Диарс меня просто насмешили. Такой накал страстей, такие оживленные дискуссии по поводу, значит, морального облика героя Димаша в этом клипе. Кто он? Он любовник этой женщине, с которой он там вначале развлекается. Такие сцены на грани эротически, там пару секунд промелькнуло. И этот НКВДшник, который пришел арестовывать и который в конце выстрелил, кто это? Это муж? Или он уже потом как-то путем какого-то шантажа, когда уже герой уже когда сбежал, видимо, за ним гнали зачем-то его арестовать, допустим, и этот НКВДшник увидел эту женщину и каким-то образом начал ее склонять уже к замужеству, ну, к отношениям, собственно. И впоследствии, когда в машине они сидят, уже как бы она его супруга. Возможно, он ее стал шантажировать. Возможно, он сказал: будешь моей, и тогда твой вот красавчик будет в безопасности. И таким образом он ее убедил стать его супругой. Но вот есть версия, что изначально это муж этой девушки, и тогда Димаш играет роль некого любовника, который там наставляет рога, значит, активно. И, ну, в этом есть, конечно, в этой интриге, в обсуждениях среди поклонников Димаша много и юмора, и это интригующе, в общем. Ну и, естественно, сам конец, сама концовка этого видеоклипа всех вводит в ступор. То есть, кого убил, зачем убил. Я была в шоке, я смотрела, и когда он начал целиться, я думаю, кого убьет? Ее, его, потом себя. И тут выстрел и занавес. Ну, остается некая недосказанность. Возможно, это хорошо, можно нам самим дорисовать историю, как тоже предлагаются многие варианты. Застрелил ее, но он тогда будет страдать, он же ее любит, не зря же он ее к себе вот так вот привязал, да, путем шантажа. То ли он Димаша убил, то ли ее. В общем, совершенно непонятно. Все склоняются к тому, что лучше бы он просто убил себя. Это был бы наиболее оптимальный вариант для окончания этой истории. Возможно, какое-то продолжение намекается. В общем, интрига, интрига, интрига. Таково мое мнение об этом произведении новом. Дорогие друзья, также еще хотела с вами отметить этим небольшим видео трехлетие моего канала. Оно состоялось 27 мая. В этот день я выпустила видео, совершенно не планируя регулярно это делать. На казахском языке я спела акуем. И с тех пор мой канал вот 3 года существует. С переменным успехом. Иногда я чаще делаю видео, иногда реже. Последнее время реже, у меня мало времени, у меня все ломается, техника. Я сейчас снимаю на старый ноутбук. Надеюсь, видео не ужасного качества, потому что даже разбила телефон на днях. Что-то у меня какая-то гаджетовая карма не в порядке. Вот. И поздравляю вас и себя с трехлетием канала. И хочу выразить отдельную благодарность одной моей самой верной и самой поддерживающей, самой любящей подписчице. Я не беру моих близких, я имею в виду из людей, которых я никогда в жизни не видела вживую. Это Татьяна Щетникова. Вот, я считаю, что наша страна Диарс должна знать своих героев в лицо. Я не знаю, смогу ли я вмонтировать сюда, вставить ее фотографию, но, Танюш, я тебя благодарю. Все эти годы ты со мной. У тебя там последний раз, я когда смотрела, было то ли 2000 комментариев на моем канале. Я уже потеряла счет. Каждый мой выпуск, о чем бы он ни был, каждый мой пост, самый даже незначительный, Татьяна обязательно комментирует и пишет мне стихи. И, естественно, она Диарс и великая поклонница, активная Димаша. Она присутствует на всех прямых эфирах, связанных с Димашем, смотрит все концерты, все очень активно комментирует, везде голосует. В общем, Танюша, тебе присуждается приз самой главной моей
самой активной подписчицы. Я тебя благодарю, живи 150 лет и будь счастлива. Вот. И также передаю привет пупсикам, есть некая группа в Телеграме, в которой мы общаемся. Ребят, не буду вас перечислять, чтобы никого случайно не забыть. Я передаю вам огромный привет и спасибо тоже за общение и за поддержку на моем канале. Всем тоже, кто не в группе, и вообще всем, кто меня комментирует, поддерживает, огромная благодарность и человеческая такая вот признательность у меня. Дорогие друзья, я внизу оставлю ссылку на свой телеграм-канал, открою там чат, там пока ничего нет, ну, посмотрю по мере того, насколько вам это будет интересно, там со мной общаться, ну, комментировать, по крайней мере, какие-то посты, что-то буду показывать из своей жизни, возможно, и там мы сможем более активно пообщаться, чем здесь на YouTube. Но я стараюсь все комментарии читать, стараюсь отвечать, благодарить, поэтому давайте не будем теряться. Ну что, дорогие мои, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч.